акварельная и азиатские смешанные техники рисуем красную розу. Роза – один из самых прекрасных и красивых цветов, который даже когда он один, смотрится очень красиво. Сегодня учимся рисовать розу. Сначала мы намечаем середину цветка. Для этого мы ставим просто точки, отпечатки. Если нужно, то немного их удлиняем, поставив точку, а потом немного ее растянув. Серединку я делаю достаточно яркой, красной. И вокруг нее прилежащие листья. Я ставлю отпечаток, а потом его растягиваю, сначала придавливая, а потом приподнимаю. Листья у розы отличаются от многих других цветов. Они имеют угловатую форму. Поэтому я ставлю мазки, производя уголки. Сначала одну линию, а потом другую соединяю и делаю уголок. Я далее ввожу градиент. Я сначала набираю воду на кисточку по ворсу, а потом я на самый кончик сажаю красный цвет, чтобы получить светящиеся внутри лепестки, а по краям более насыщенные красные. Некоторые лепестки розы, особенно более объемные, я делаю просто отпечатком кисти. Ставят точку. Просто ставят точку или протаскивая эту точку в нужном мне направлении просто отпечатком. Кое-где у розы есть очень красивые изогнутые завитки на листьях, тогда я их просто обозначаю точкой. Где-то я ввожу более яркие лепестки, просто красным цветом. Они могут быть и угловатые, тогда я сначала ставлю кончик кисти, а потом дальше протягиваю его, прижимая пяточку кисти. Где-то просто ставлю точки и отпечатки. Теперь я перехожу к бутонам. Бутоны я сделаю яркие и красные, или же вы можете наоборот сделать их бледными. Я просто набираю красный цвет на кисть и ставлю отпечатки на бумаге. Затем я рисую стебли теми же самыми движениями, которые рисовала стебли и у пионов. Поступательными вверх и вниз, если рисовать стебель снизу вверх, а если от цветка, то сверху и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. Также не забываем про шипы. Их я рисую кончиком кисти, просто палочку, и ставлю точку у стебля, чтобы получить пупырышек. Черенки у бутонов я рисовала просто точками. Как вы могли заметить, я ввела красный цвет в стебле, что очень часто случается у красных роз. Стебель имеет тоже насыщенный яркий красный или бордовый оттенок. Теперь я перешла на листья. Я просто ставлю отпечатки кисти и протаскиваю в нужном их мне направлении от тонкого к толстому, от кончика, и в конце ставя кисточку пяточкой, прижимая ее к бумаге. Как я говорила, моя бумага очень текучая и с жадностью впитывает и воду, и краску. И даже после того, как я коснулась бумаги, краска продолжает по ней растекаться и долго сохнет. Сначала я ставлю отпечаток с одной стороны и от тонкого к толстому опять возвращаюсь к тонкому, то есть опуская и приподнимая кисть. И то же самое я сделаю с другой стороны в том же направлении или в обратном. Так я получаю листы. У розы я сегодня рисую достаточно форменные листы, то есть я придаю им форму, а не так, как прежде у других цветов я просто закладывала цветовые пятна. Но все равно я продолжаю подразумевать под ними просто цветовые пятна, в которых потом я буду вводить прорисовку и выводить их в более четкую форму. Сделаю это за счет прожилок. Все листы я делаю разного цвета. Листы видны нам массами. Вообще у розы листы расположены по 5 штук на веточке. Но все зависит от того, в каком ракурсе мы на них смотрим. Иногда листья будут нам видны в таком необычном ракурсе, а чаще всего так и будет, что нам будут казаться они по-необычному раскоряченными, и трудно на самом деле понять их строение. И очень редко мы увидим их в идеальном строении, так чтобы понять, как все устроено. Так чаще изображают растения в ботанических книгах.
А мы рисуем в акварельно-азиатской технике на рисовой бумаге, поэтому нам это не нужно. Мы стремимся выразить идею. И, конечно же, не упускаем натуральность, как это есть в природе. Далее у бутонов я рисую усики, которые есть как у шиповника, так и у розы, и у всех разновидностей розовых цветов. Я это делаю просто кончиком. А потом я прорисую листья бутонов, которые обрамляют бутон. От тонкого к толстому сначала кончик, а потом прижимаю кисточку все ближе к пяточке. Если они достаточно с большого размера, то придется прижать кисточку даже пяточкой. Я подбираю зеленый оттенок в зависимости от того цвета, к которому он будет ближе расположен. Соответственно, к красным бутонам я подбирала немного более красноватый зеленый. Я примешивала в зеленый красный. Далее я добавила еще несколько листов и показала, что это будет интересно. То есть моя композиция, она строится постепенно. Далее я прорисовываю стебли, точнее подвожу тонкие стебли к листьям и возвращаюсь к основному стеблю розы. От зеленого, точнее от красного я буду уходить постепенно в зеленый и наращивать толщину стебля, все более прижимая кисть к бумаге от кончика до середины и уходя к пяточке, касаясь уже в конце стебля самой пяточкой листа бумаги. После того, как я закончу со стеблем основным, я буду наносить шипы на протяжении всего стебля, как основного, так и малого, который я пририсовываю к бутонам. Я рисую шипы просто кончиком кисти, выводя палочки зеленого цвета или красноватого, в зависимости от того, в какой части стебля я это рисую. Соблюдаем гармонию цвета. Здесь уже просто идет колористика. Или, если же вы смотрите на натуру или фотографию, там уже имеются все цвета, и вам нужно будет просто их намешать и отразить на бумаге. На нескольких стеблях, веточках я решила прорисовать несколько более мелких листьев. Я рисую их, немного разворачивая кисть, от тонкого сначала ставлю кончиком, а потом опять прижимая кисть почти целиком к бумаге, просто делая это ребром кисти, полубоком. Продолжаю подводить тонкие веточки к листьям. У розы тоже кустовидная структура, то же самое, как было у пиона, когда мы его рисовали. Здесь я также подвожу веточки к листьям. Тем же самым мазком, как я рисовала основной стебель, вверх и немного вниз, вверх и немного вниз, то есть вперед и назад, поступательным нарастательным движением, либо самым кончиком кисти, либо прижав больше, в зависимости от нужной мне толщины. Я решила, пока еще моя краска свежая и бумага влажная, ввести больше красного активного цвета и подчеркнуть уголки листьев розы в некоторых местах. Как я и говорила, моя бумага очень хорошо впитывает краску, точнее, она очень жадно ее впитывает и очень долго сохраняет влажность. Поэтому, когда я даже сейчас прорисовываю прожилки, они очень гармонично входят в сам лист, благодаря тому, что там еще есть влага и краска растекается. Я подбираю цвет прожилок, исходя из того, на какой лист я наношу в данный момент прожилки. Должно быть соответствие и гармония цвета. Либо более темно-зеленый, немного красноватый, или коричневый, или желтоватый, зависит от цвета самого листа. Я рисую прожилки самым кончиком кисти. Если мне нужно сделать в некоторых местах утолщение, хотя это не обязательно, потому что прожилки мы рисуем образно, их можно, опять же, как я уже говорила раньше, рисовать не на всех листах. Прожилки у розы достаточно симметричные, точнее полностью симметричные. Вы делаете основную прожилку, а потом друг напротив друга с двух сторон остальные.
Так я делаю на всех листьях. За счет этих прожилок я вывожу листья из цветовых пятен. То есть теперь уже понятно, что это не просто какие-то зеленые пятна и не какая-то непонятная зеленая масса, а это именно листья. Листья у самой розы я тоже решила подчеркнуть прожилками. Также я решила еще раз ввести более активный красный, даже бордово-коричневый цвет в красные листья, где я уже это делала, чтобы более их выразить. Последние несколько штрихов и композиция готова. Не хватает только нанести каллиграфию и печать, оттиск. И не забывайте о том, что о работе можно окончательно судить, когда она уже абсолютно высохла. Благодарю вас за просмотр.